Арабский мир для европейского человека – это закрытая территория. На нее чужаки заходят чаще всего в ипостаси туристов, на которых не распространяются многие местные законы и запреты. Восточный колорит приезжие вкушают исключительно в роскошных и не очень отелях, ошибочно считая, что попали в сказку. Но странно было бы создавать у себя дома локальный рай только для иностранцев, не обустроив собственного. Поговорив людьми, живущими в Дубае, мы удивились угару и разврату, что происходит там, куда почти невозможно попасть ни одному, даже самому обеспеченному и отчаянному туристу. Арабский дрифт в Эр-Рияде – это просто детская забава по сравнению с тем, как развлекается богатая молодежь и самые богатые шейхи на побережье Персидского залива. В Дубае слишком много самого. Самое высокое в мире строение Бурдж-Халифа. Самый высокий в мире жилой дом Принцесс Тауэр. Крупнейший в мире торговый центр Дубай-Молл. Там же построена самая протяженная линия метро без машиниста, единственный на свете семизвездочный отель, крупнейшая на земле парковка и еще много всего самого и неповторимого. Гигантомания, подогреваемая нефтяными сверхприбылями и приправленная тягой местного населения к роскоши, стала фирменным стилем Дубая. А поскольку это, пожалуй, самый свободолюбивый эмират в АЭ, очевидно, что его не слишком обремененные бытовыми заботами жители проводят время с размахом и нарушением всех норм морали, а зачастую и закона. Самое безобидное развлечение у дубайской молодежи – тренировка соколов. Молодые люди выезжают в пустыню, запускают в небо голубя, насколько это позволяет длина шнурка, к которым он привязан, и пускают сокола. Хищник должен ловить голубей. Орнитологические сессии иногда перемежаются с заездами по пескам на внедорожниках, раз уж выбрались на природу, почему бы и не погонять. Дубайцы особенно любят японские внедорожники. Те, кто выезжает за город на легковушках, иногда гоняются друг с другом на трассах или участвуют в дрифте. Когда заправить полный бак стоит $25–30, велик соблазн немного пожечь бензин, которого повсюду и так в избытке. Но гонки случаются очень редко. Какой смысл рисковать жизнью, если вечером и ночью в городе ждет столько интересного и приятного? И даже кайфового. Тачки – это ерунда. У высших слоев общества абсолютно другие развлечения, закрытые вечеринки. Относительно недавно арабские ребята почувствовали вкус запретной свободы и как с цепи сорвались, рассказывает девушка, вышедшая замуж за принца и сменившая Москву на Дубай. Представьте себе любой дубайский небоскреб. Дом как дом, жилое строение, никаких вывесок и других опознавательных знаков. Разве что у подъезда стоит какой-то человек. Ты подходишь к нему и называешь нужное имя или кодовое слово. Дальше проходишь по вестибюлю, поднимаешься на этаж. Перед тобой обычная входная дверь в квартиру. А за ней гигантский клуб с огромным баром, диджеем, рулеткой, покерными столами. И местные там открыто употребляют запрещенные вещества. По словам экс-россиянки, в Дубае существует традиция так называемых афтерпати-вечеринок, на которые съезжаются после клубов, работающих открыто и легально. Одна из самых популярных дискотек White Dubai. Частные тусовки проходят в засекреченных местах, и попасть туда со стороны почти невозможно. Все начинается около 3 часов ночи, расходятся гости ближе к 7 утра. Самые популярные дни – вторник, пятница и суббота. Хотя при желании на тайной вечеринке можно зависнуть в любой день недели. Главное знать нужный адрес. Если к человеку нет доверия, его никогда не пустят на афтерпати. Но даже если кто-то чужой, иностранец там окажется, то не будет наравне с приглашенными. Если будет облава незваных гостей, сразу сольют, даже если они только что сидели за одним столом с местными, которые клялись им в вечной дружбе и называли братьями, отмечает человек, близкий к организаторам этих тематических дубайских вечеров. Арабским ребятам ничего не будет, они при всех раскладах под защитой. Каждый из них наделен определенной властью. Это не только приближенные к семье шейха, но и крупные бизнесмены, и просто, что называется, свои. А любого туриста тут же закроют. Его воспринимают просто марионеткой, клоуном. На вопрос, кто же все это устраивает и контролирует, не опасаясь при этом наказания, собеседник сделал заговорщическое лицо и дал понять, что речь идет о приближенных к высшим властным кругам. Девушка не имеет права покупать в супермаркете спиртное даже там, где это не запрещено. В баре я могу напиться до любого состояния, но бутылку вина в магазине мне не продадут. В Дубае и местные, и туристы могут позволить себе немного больше, чем в других 6 эмиратах, входящих в АЭ. Кроме относительных поблажек в одежде, здесь еще есть приятное для любителей хорошо отдохнуть послабление доступность алкоголя.
А легализованное спиртное всегда провоцирует на продолжение банкета. Веселье без девушек, дирхамы на ветер. Антураж на вечеринках создают в основном уроженки стран бывшего СНГ, русские, украинки, белоруски. Любую из них можно ангажировать для продолжения программы. Но далеко не все барышни такие уж простые, многие из них знают себе цену. Арабских девушек на закрытых вечеринках нет. Подробностей об их досуге тоже минимум. С наступлением темноты в свет выходят европейки и сияют до утра на виллах, яхтах, в нелегальных клубах и казино. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.